Крошечный щенок, брошенный и одинокий, ночь за ночью доносил свои крики до приюта. Никто не мог его утешить. И вот однажды раздался голос из прошлого. То, что произошло дальше, повергло всех в слезы. В холодном бетонном коридоре переполненного городского приюта мерцали яркие лампы дневного света. Вдоль стен тянулись ряды будок, каждая из которых хранила историю утраты и надежды. Но в дальнем углу, едва различимый, лежал крошечный комочек золотистой шерсти. Этот маленький щенок, которому было не больше 8 недель, появился в приюте всего несколько дней назад. Его нашел бродящим по улицам, голодным и напуганным, и принес добрый незнакомец. Персонал назвал его Чарли. С того момента, как Чарли появился, что-то изменилось. Пока другие щенки играли или спали, Чарли просто сидел, уставившись на дверь конуры. Его золотистая шерстка была спутанной и тусклой, а большие карие глаза полны печали, которая казалась слишком глубокой для такой юной души. А когда наступила ночь, вот тогда-то все и началось. Плач начался, как только погас свет, душераздирающее хныканье, переросшее в отчаянный вой. Ночь за ночью повторялось одно и то же. Крики Чарли эхом разносились по приюту, напоминая о потере и тоске. «Я никогда не видела ничего подобного», — шепчет Мария, ветеран приюта. Ее веки были тяжелыми от недосыпания. Темные круги под глазами — свидетельство долгой ночи, проведенной в попытках утешить безутешного щенка. Он как будто зовет кого-то. Персонал перепробовал все. Дополнительные одеяла, успокаивающую музыку, даже возможность спать рядом с его конурой. Ничего не помогало. Чарли не хотел успокаиваться. Его миска с едой оставалась нетронутой. Воду в ней оставили только тогда, когда жажда пересилила его горе. По мере того, как дни превращались в недели, поведение Чарли начало сказываться. Другие собаки в приюте становились все более взволнованными. Их беспокойство усиливалось из-за постоянных жалобных звуков. Потенциальные усыновители проходили мимо его питомника, напуганные его постоянным скулежом и облаком грусти, которое, казалось, нависло над ним. «Мы не можем продолжать в том же духе», — вздохнул Джон, управляющий приютом. На его обветренном лице отразилось беспокойство, когда он наблюдал за Чарли через решетку будки. «Если мы не сможем найти ему дом в ближайшее время...» Он не закончил фразу. В этом не было необходимости. Все знали, что случается с неприспособленными собаками в переполненных приютах. Эта мысль тяжело повисла в воздухе, невысказанная, но неоспоримая. Слухи о Чарли распространились по местному сообществу. Специалисты по поведению животных посетили его, озадаченные его постоянным плачем. Некоторые предположили, что он получил травму, другие подумали, что ему, возможно, больно. Но все медицинские анализы показали, что Чарли в норме. Физически Чарли был здоров. Это был сломленный дух. Местные новости подхватили эту историю. Появление щенка, который не переставал плакать, стало сенсацией. Люди проезжали много миль, чтобы увидеть Чарли, и их сердца разрывались от боли при виде крошечного золотистого щенка с большими печальными глазами. Одна посетительница, пожилая женщина по имени Роуз, часами сидела у питомника Чарли. «Знаешь», — тихо сказала она, положив свою узловатую руку на решетку, «у меня была такая собака, которая однажды потеряла свою семью во время пожара и плакала несколько недель. Но знаешь что? Она нашла способ вернуться к ним и не сдавалась, пока не нашла». Слова Розы зажгли лучик надежды. Что, если Чарли не просто грустил? Что, если он кого-то ждал? Сотрудники приюта стали смотреть на Чарли по-другому. Они заметили, как его глаза следили за каждым проходящим мимо человеком, как он слегка приподнимался при звуке открывающейся двери, но тут же снова опускался, когда голос, который он слышал, был не тем, которого он ждал. Как-то Мария заметила, что у него как будто есть какая-то миссия, как будто он знает что-то, чего не знаем мы. Шли дни, и история Чарли трогала все больше сердец. Дети прислали рисунки счастливых щенков, надеясь подбодрить его.
Местные предприниматели пожертвовали одеяло и игрушки. Компания по производству кормов для домашних животных даже предложила пожизненный запас еды, если кто-нибудь усыновит Чарли. Но он все еще ждал. Он все еще плакал. И вот однажды дождливым днем во вторник что-то изменилось. Закрытая дверь со скрипом отворилась, впуская порыв ветра и дождь. В комнату вошла молодая женщина, промокшая под проливным дождем. Ее одежда была растрепана, волосы прилипли к лицу. Но всеобщее внимание привлекли ее глаза. Дикие, отчаянные, наполненные смесью надежды и страха. Она была здесь не для того, чтобы усыновить кого-то. Она искала свою собаку. «Пожалуйста», — умоляла она срывающимся голосом. С ее пальто капала вода, образуя лужицу на полу. Но она, казалось, не замечала этого. Все ее существо было сосредоточено на одном. Я потеряла его 3 недели назад. Он выскользнул из ошейника во время грозы. С тех пор я продолжаю поиски. Когда женщина описывала своего потерявшегося щенка, глаза Марии расширились. Возраст, окрас, характерное белое пятно на груди. Все это соответствовало Чарли. Может ли это быть? Спустя столько времени. Я думаю, мы могли бы его поймать. Осторожно сказала Мария. Ее сердце бешено колотилось, надежда и страх боролись в груди. Но я должна предупредить тебя. Он уже не тот щенок, которого ты потеряла. Он через что-то прошел. Вещь. Мы не понимаем. Лицо женщины побледнело, руки задрожали. Что ты имеешь в виду? Он ранен? Он все еще жив? Мария быстро успокоила ее. Он жив, но... Ну, ты увидишь. Следуйте за мной. Когда они шли по коридору к конуре Чарли, воздух наполнился какофонией собачьего лая. Женщина вздрагивала от каждого лая, переводя взгляд с конуры на конуру. Но когда они приблизились к дальнему углу, воцарилась зловещая тишина. Чарли, как всегда, сидел, уставившись на дверь конуры. Его золотистый мех был тусклым, а глаза безжизненными. Он даже не поднял головы, когда они подошли. Женщина опустилась на колени, дрожащими руками вцепилась в прутья конуры. «Чарли», — прошептала она. Ее голос был едва слышен из-за стука собственного сердца. Какое-то время ничего не происходило. Конец. Чарли не пошевелился, даже не моргнул. Молчание затянулось, наполненное напряжением и невысказанными надеждами. Затем медленно его уши навострились, нос дернулся. И внезапно, словно щелкнул выключатель, Чарли пришел в движение. Он бросился к двери конуры, извиваясь всем телом от возбуждения. Теперь его крики были другими, наполненными не печалью, а радостью. Он забарабанил лапой по двери, отчаянно пытаясь дотянуться до женщины. Слезы текли по лицу женщины, пока она возилась с замком. Как только дверь открылась, Чарли бросилась к ней в объятия и покрыла ее лицо поцелуями. «О, Чарли!» — всхлипнула она, прижимая его к себе. Ее слезы смешивались с его шерстью, но, казалось, это никого не волновало. «Мне так жаль. Я никогда не переставал искать тебя. Никогда». Приют взорвался радостными возгласами и аплодисментами. Сотрудники вытирали слезы, пораженные преображением, которое они наблюдали. Чарли, щенок, который плакал несколько недель, теперь просто лучился счастьем и энергией. Пока женщина заполняла документы, чтобы вернуть Чарли, она поделилась своей историей. Ее звали Сара, и Чарли был подарком ее покойной бабушки. В ночь грозы Сара попала в автомобильную аварию. Громкий раскат грома напугал ее, заставив съехать с дороги. Она несколько недель пролежала в больнице, не имея возможности самостоятельно искать Чарли. Но как только ее выписали, поиск Чарли стал ее миссией. «Я думаю, он знал», — тихо сказала Мария, наблюдая, как Чарли отказывается отходить от Сары. «Каким-то образом он знал, что ты вернешься за ним. Вот почему он никогда не сдавался». История о Чарли и Саре быстро распространилась.
Местные новостные каналы подхватили эту историю, рассказав о непоколебимой любви и верности. В приюте наблюдался всплеск усыновлений, поскольку людей вдохновила история Чарли. Но на этом влияние Чарли не закончилось. Его история стала символом надежды, напоминанием о невероятной связи между людьми и животными. В последующие недели приют реализовал новую программу под названием «Ангелы Чарли». Волонтеры сидели с собаками, у которых были проблемы с адаптацией, предлагая им дружеское общение и комфорт. Программа имела огромный успех, значительно снизив уровень стресса среди животных из приюта и увеличив число усыновлений. Сара стала постоянным волонтером и брала Чарли с собой в гости к другим собакам. Когда-то плачущий щенок теперь приносил радость и утешение окружающим. Его виляющий хвост и радостный лай резко отличались от прежнего. Местные школы пригласили Сару и Чарли в гости, используя их историю, чтобы научить детей упорству, верности и тому, как важно никогда не терять надежду. Сказка Чарли стала детской книгой, а вырученные средства пошли на поддержку приютов для животных и организаций по спасению животных. Это событие распространилось далеко за пределы приюта, затронув жизни далеко за его пределами. Люди делились историями о своих потерявшихся питомцах, и Чарли вдохновил их на продолжение поисков. Происходили воссоединения, казавшиеся чудесными, как будто решимость Чарли пробудила в коллективе дух надежды. Но, пожалуй, самое глубокое изменение произошло в том, как люди относились к животным, живущим в приютах. На них больше не смотрели, как на грустных, никому не нужных существ. Персонажи. Каждая собака, каждая кошка стали Чарли, существом с историей, способным на глубокую любовь и преданность, ожидающим, когда их найдет тот, кто их найдет. Что касается Чарли и Сары, то они покинули приют рука об руку, чтобы никогда больше не разлучаться. Крики Чарли сменились радостным лаем, его печаль сменилась безграничным счастьем. Призыв к действию. Если эта история тронула ваше сердце, не забудьте подписаться на другие невероятные истории о любви и преданности животных. Однако на этом их история не закончилась. Это было только начало новой главы, наполненной приключениями, любовью и неразрывной связью между девушкой и ее собакой. Сара, вдохновленная опытом общения с Чарли, решила изменить свою карьеру. Она поступила в ветеринарную школу, решив помогать другим нуждающимся животным. Чарли стал постоянным гостем в кампусе, очаровывая студентов и преподавателей своим дружелюбным поведением и игривым настроем. Во время учебы Сара обнаружила в себе страсть к поведению животных. Она была очарована тем, что Чарли, казалось, знал, что она вернется за ним, даже после нескольких недель разлуки. Это побудило ее углубиться в исследование эмоционального интеллекта собак и их способности к запоминанию и преданности. Чарли, всегда охотно принимавший участие, стал объектом многих исследований Сары. Вместе они исследовали глубины познания собак, открывая новые возможности для понимания того, как собаки воспринимают мир и формируют связи со своими компаньонами-людьми. Одно из самых новаторских открытий Сары было сделано в результате изучения поведения Чарли во время их разлуки. Она предположила, что собаки могут обладать более сложным пониманием времени, чем считалось ранее, и способны поддерживать эмоциональные связи в течение длительного времени. Это исследование привлекло внимание научного сообщества. Сару приглашали представлять свои открытия на конференциях, и Чарли часто был рядом с ней как живое свидетельство силы связи между человеком и животным. Но это были не только академические занятия и научные прорывы. Совместная жизнь Сары и Чарли тоже была наполнена простыми радостями. Долгие прогулки в парке, уютные ночи, проведенные в обнимку на диване, и игривые игры на заднем дворе стали фоном их совместной жизни. Чарли, когда-то такой грустный и замкнутый, превратился в уверенного в себе и радостного пса. Казалось, ему доставляло особое удовольствие утешать других, как людей, так и собак. В парке для собак его часто можно было встретить тихо сидящим рядом с встревоженными или застенчивыми собаками,
как будто он делился с ними своей историей надежды. Шли годы, и в золотистой шерстке Чарли начали появляться белые прожилки. Он замедлил шаг, но глаза его по-прежнему сияли, наполненные той же любовью и преданностью, которые поддерживали его в течение долгих недель в приюте. Сара, ныне доктор Сара Томпсон, известный ветеринар и специалист по поведению животных, смотрела на свою стареющую спутницу со смесью любви и удивления. Сколько жизней изменила эта маленькая собачка. Сколько сердец она открыла. Сколько умов изменилось. История Чарли стала легендой в их городе. Дети, которые когда-то читали о нем в школе, теперь приводили своих детей познакомиться со знаменитой собакой, которая никогда не сдавалась. И хотя Чарли стал старше, у него всегда были наготове шутки и поцелуи для своих гостей. Однажды ясным осенним вечером, когда солнце окрасило небо в золотистые и розовые тона, Сара сидела на крыльце, а Чарли устроился у ее ног. Она размышляла о путешествии, которое они прошли вместе, о препятствиях, которые они преодолели, и о любви, которая помогла им пройти через все это. «Ты знаешь, Чарли», — тихо сказала она, почесывая его за ушами. «Говорят, я спасла тебя в тот день в приюте. Но правда в том, что ты спасла и меня тоже. Ты научила меня надеяться, никогда не сдаваться, силе любви, способной преодолеть любые препятствия». Чарли посмотрел на нее снизу вверх. Его карие глаза были мудрыми и понимающими. Он тихо гавкнул, как бы говоря: «Я знаю, я всегда знал». Когда на темнеющем небе начали мерцать звезды, Сара подумала обо всех животных, которые все еще ждут в приютах, обо всех Чарли мира, которые надеются на свое собственное чудо. Она дала молчаливую клятву продолжать свою работу, распространять послание Чарли о надежде и настойчивости. Опыт. Призыв к действию. Поделитесь этой историей с кем-нибудь, кому нужно напоминание о том, что чудеса случаются и что любовь может победить все. Наследие Чарли продолжало жить, и не только в работах Сары или в бесчисленных жизнях, которых они касались, но и в каждом виляющем хвосте, в каждом мурлыкающем коте, в каждой связи, возникшей между человеком и животным. Это продолжало жить в приютах, которые реализовывали программы, вдохновленные его историей, в увеличении числа усыновлений и в растущем понимании глубокой эмоциональной жизни животных. Когда наступила ночь и появились первые звезды, Сара и Чарли сидели рядом в уютной тишине. Связь между ними, возникшая в результате утраты и воссоединенная любовью, стала свидетельством неприходящей силы надежды и неразрывной связи между людьми и их спутниками-животными. Итак, дорогие слушатели, когда мы подходим к концу рассказа Чарли, давайте вспомним, что у каждого животного есть своя история. Каждая приютившаяся собака, каждая бездомная кошка, каждое существо, большое или маленькое, несет в себе способность любить, верность и силу менять жизнь. В следующий раз, когда вы будете проходить мимо приюта, увидите плакат с надписью «Потерялась собака» или услышите о нуждающемся животном. Вспомни Чарли. Вспомните щенка, который никогда не переставал верить, который плакал ночь за ночью, цепляясь за надежду, когда казалось, что все потеряно. И, возможно, только возможно, это вдохновит вас открыть свое сердце и свой дом нуждающемуся животному. Ведь, спасая их, вы можете обнаружить, что спасаете и часть себя. Как учил нас Чарли, чудеса случаются. Иногда они приходят в виде насквозь промокшей женщины, которая заходит в приют дождливым днем во вторник. Иногда они приходят в виде крошечного золотистого щенка с грустными глазами и несокрушимым духом. Но всегда они приходят, окутанные любовью, перевязанные бантиком надежды, и их доставляет виляющий хвост веры. Итак, дорогие друзья, занимаясь своими делами, не упускайте из виду Чарли со всего мира. Они где-то там, ждут,
надеются, верят. И кто знает, может быть, вы и есть то чудо, которого они так долго ждали. Спасибо, что присоединились к нам в этом невероятном путешествии. Пусть история Чарли останется с вами, напоминая о силе любви, силе надежды и чудесной связи между людьми и животными. До следующего раза держите свои сердца открытыми, настроение бодрым, а любовь к животным сильной. Потому что в конце концов речь идет не только о том, чтобы спасти их, но и о том, чтобы позволить им спасти и нас тоже.